Я думал, что предисловием к этому интервью будет «Я буду краток» о Путине. Но не получится. Это интервью, это контрастный душ. И обе стороны конфликта смогут в нем найти что-то для себя очень приятное. Для того, чтобы они не растаскивали это интервью по кусочкам, забирая то, что им приятно, я накладываю водяной знак. И буду безжалостно блокировать, если увижу порезанное интервью. Вы увидите на столе у человека, который рассказывает, не только флаг самопровозглашенной республики ДНР, но и флаг Соединенных Штатов Америки. Этот человек долгое время жил в Америке. Ну, скажем так, некоторое время жил в Соединенных Штатах Америки. Этим объясняется флаг. Не надо конспирологии. Я Рензин Владимир Александрович, житель города Горловки. В Горловке живу с 2004 года. С Володей Путиным мы познакомились 1 сентября 1960 года, когда начали учиться в 193-й школе города Ленинграда в 1 классе. Вместе в одном классе учились с 1 по 4, потом я перешел в параллельный класс, для этого были там определенные причины по изучению языка в нашем классе. Только немецкий изучался, а я хотел изучать английский. Поэтому я перешел в параллельный класс. 4 года с 5 по 8 мы учились в разных классах, но в одной школе. И потом, неожиданно совершенно, школа была 8-летняя. И после 8 класса я перешел в химическую школу, 281 при Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета. И совершенно неожиданно встретил там своего одноклассника Володю Путина, который никогда к точным наукам рвения не испытывал. Туда было попасть несложно, прийти, принести документы, пройти собеседование. В одной беседе я его спрашивал, почему он вдруг чистый гуманитарий, но у него был абсолютно гуманитарный склад ума, и вдруг пошел в химическую школу. Он мне объяснил, что кто-то где-то ему сказал, что для того, чтобы поступить в школу КГБ, нужно сдать экзамен по химии. А поскольку химия у него была в напряге, я решил подтянуть химию, таким образом парадоксально пойти в химическую школу. Со школы целился на работу в комитете госбезопасности. Общались. Мы, в принципе, с ним были совершенно противоположные. Я был тихий домашний ребенок, а Володя, что называется, районный хулиган, со всеми атрибутами, с вызовом родителей в школу, с учетом в детской комнате милиции, с побегами из дома и так далее. Дрался, да, он умел за себя постоять. Как-то так получалось, что даже еще до того, как мы стали близкими друзьями, почему-то мы периодически все время с ним оказывались рядом. В одной компании, в одном месте. Как-то так две подружки, Лена Грязнова и Лена Белгородская, чуть не поссорились из-за него. Он был вообще, в школьные годы он был к девушкам довольно прохладен. Я не знаю, может быть, какие-то у него были стороны жизни, которые мне неизвестны, но я не помню, чтобы у него были какие-то романы с девочками. Он занимался сначала самбо, потом дзюдо, стал мастером спорта по дзюдо. В школе он был кандидат в мастера спорта, а мастером он стал уже в институте, в университете. Мы с ним были в разных компаниях, совершенно встречались. В любых компаниях он всегда был лидер. Неформальный лидер, как сейчас говорят. Он был для нас образцом честности, чести. Да. То есть всегда его слово это было решение в последней инстанции. Если между нами там в компании сельский судья завязывался какой-то спор, то его слово это было решение в последней инстанции. Учился, гуманитарные науки у него великолепно шли. Литература, история, обществоведение, география, биология даже у него хорошо шла, а точные науки с трудом. У нас с ним был такой симбиоз, он мне помогал писать сочинения по литературе, я ему помогал делать контрольные по физике, химии. Математика, как ни странно, математика у него хорошо шла. Тут он преуспел. А вот физика, химия тяжело давались.
Играл на баяне. Хорошо играл. Не помню, баян или аккордеон, сейчас уже не могу вспомнить, но что-то вот такое типа гармошки он умел. А мы с ним рядом жили, мы с ним постоянно общались, мы большими друзьями стали в 9 классе и очень тесно общались до 79 года, пока его не забрали в Москву, в центральный аппарат КГБ. Мы с ним ежедневно, каждый вечер, после программы «Время», ходили, гуляли по Ленинграду, по Баскову переулку, по Маяковской улице, обсуждали различные вопросы. И я, и он очень интересовались вопросами политики, и внутренней политики СССР, и международного положения. Ходили, обсуждали все это где-то часов до 12, где-то вот с полдесятого, с 10 до 12 ночи ходили, каждый день почти в любую погоду. Он придерживался официальной, так сказать, позиции. А я еще со школы был диссидент, поэтому у нас были очень интересные дискуссии. Хамство, грубость, особенно хамство по отношению к женщинам, к девушкам. Мог. Я один раз даже был свидетелем такого. Где-то что-то, девушки тут были ни при чем. Я даже толком сначала и не понял, в чем дело. Кто-то там зашли в гастроном, толпа, кто-то его там толкнул, обматерил, пошли во двор, выйдем. Он пока объяснил человеку, что нужно вести себя вежливо в любой ситуации. Хотя человек был раза в 2 старше его. И нам тогда было лет по 20, может быть, 17. Нет, он был не из трусливых, он был смелый и всегда умел за себя постоять. 76-го года, это моя свадьба, вот я, в 76-м году, вот Володя Путин. Да, он был свидетелем на моей свадьбе, это 76-й год. А вот выпускной альбом 70-го года, 281-я школа, 10-й В-класс, выпуск 70-го года, Ленинград. Вот это я. Вот это сейчас найдем. А вот Володя. Вечер прошел очень интересно. В Ленинграде же до сих пор праздник Алые паруса это называется. Где-то часов до 2 ночи гуляли. Сначала было вручение аттестатов. Часть наших выпускников, в том числе и ваш покорный слуга, одновременно с выпускными экзаменами сдавали вступительные экзамены в техноложку. Это была специфика нашей школы и еще 2 школ Ленинграда. То есть мы уже чувствовали себя студентами, настроение было великолепное. Это было не принято, особо ни я, ни Володя алкоголем не увлекались, да и сейчас не увлекаемся до сих пор. С Володей не знаю, я абсолютно равнодушен к спиртному и в свои 62. Было вручение аттестатов, поздравления с выпуском, поздравления с поступлением в институт в тот же день. Потом пошли гулять на Неву, праздник Алые паруса. Часов до 2 ночи гуляли, потом пришли в школу. Небольшой фуршет, лимонад с пирожными и танцы до часов 6 утра. Потом разошлись. Я не смог до него дозвониться. Как-то вот нас развела судьба. Последний раз я его видел в ноябре или в декабре 1993 года в Смольном. Я туда зашел, я был депутатом райсовета, забежал туда по каким-то своим делам, случайно его увидел. Поздоровались, обнялись. Я гордился знакомством с Володей, дружбой с Володей до еще год назад. Сейчас, конечно, мое мнение о нем резко изменилось. И причем изменилось мнение не только мое, но и всех дончан. Если год назад буквально на него молились как на Бога, то сейчас его проклинают.
что он спровоцировал такую ситуацию здесь у нас, войну, самую настоящую полномасштабную войну, и ушел в кусты. И если сравнить, что он говорил весной 2014 года и что он говорит сейчас, это два совершенно разных человека. Да, обидно просто, что нас просто использовали как прикрытие операции по присоединению к Крыму. Просто использовали людей в темную, что называется. Но это, я считаю, просто со стороны России подло. И если год назад каждое утро мы включали телевизор с ожиданием, что сообщение, что Россия начала ввод войск, то сейчас уже при слове Россия просто плюются. Что Россия предала Донбасс. И если год назад говорили, русские своих не бросают, то сейчас уже об этом как можно громче молчат. Тут может быть много причин. Его риторика резко изменилась. Либо тут какие-то российские олигархи на него давят, либо он поддался шантажу Соединенных Штатов, что маловероятно, потому что он человек достаточно волевой. Я не знаю, какие причины. Даже и гадать не хочу. Ситуация критическая. Дипломатические меры тут не помогают. Тут нужно, как в Абхазии. Хочу обратиться ко всем украинцам. Оставьте нас в покое. Дайте нам жить так, как мы хотим. Это не ваша земля, это наша земля. А вы ее получили по недоразумению, благодаря дедушке Ленину. Ты проклят, да. Сколько бед натворил. Просто людям задурили голову. Но, кстати, верят далеко не все. Я не знаю насчет динамики, а вот когда я 4 месяца жил в Одессе и в Одесской области, очень много людей относились к событиям на Донбассе с сочувствием. Очень много.